Всем привет! Вы на канале Готовим с Грачиками. Сегодня мы будем готовить полусладкое вино из черного винограда. Для данного вина мы взяли черный виноград, в нашем случае столовый сорт Ранний Магарача. Почему? Все очень просто. Он растет у нас дома, созревает раньше других. Можно брать любой другой черный, хотя этот вид считают техническим, вино из него получается очень вкусным. Сами ягоды сочные, сладкие, да и урожай, как правило, обильный. Срезаем грозди винограда. Мы это делаем во второй половине дня, так как, к примеру, утром может быть туман, который плохо влияет на состояние дрожжей на винограде. Еще один важный момент – не собирать урожай сразу после дождя, минимум через 3 дня после. Отделить ягоды от плодоножки, все испорченные и с плесенью выбрасываем. Так как у нас еще было немного белого винограда, мы добавили его в общую массу. Виноград ни в коем случае нельзя мыть. Нужно раздавить ягоды в кашицу, получаем мезгу. Вылить в бочку, для этого используем полиэтиленовую посуду. Можно взять эмалированную. Заполнить ягодами емкость максимум на 3/4 части от общего объема. Накрыть двойным слоем марли и зафиксировать резинкой. Поставить емкость для брожения в теплое помещение. Оптимальная температура брожения 22-28 градусов по Цельсию. Вот так мезга выглядит спустя сутки. Как видно, процесс брожения уже идет. Внизу уже видно сусло, а наверху поднялась шапка из мезги. Дважды в сутки важно перемешивать мезгу. Это лучше делать с помощью деревянной ложки или чистой рукой. Температура на градуснике у нас в помещении показывает 27,6 градусов. Во время помешивания уже чувствуется запах дрожжей и слышно бульканье. На вторые сутки температура в помещении 26,8. Важно избегать резких перепадов. Мезга становится светлее, время снова перемешивать. Активное шипение говорит о том, что все идет по плану. А вот так выглядит сусло на 5-е сутки. И пришло время убрать мезгу. Я не стала ее сильно отжимать, так как мы будем на ее основе готовить петиа вино или вторичное вино. Рецепт есть на нашем канале, смотрите видео в подсказках или в конечных заставках. Кстати, как вы заметили, во время брожения вина, как ни крути, под марлей все равно появляются мошки. В принципе, это не страшно, на качество вина это никак не повлияет. Слитый сок следует профильтровать через марлю. Благодаря этому он наполнится кислородом, а это важно для работы винных дрожжей. Чистый сок перелить в бутыль для дальнейшего созревания. Оставить немного вина. Подогреть. Кто-то может так и не делать, мы предпочитаем подогреть. И растворить в нем небольшое количество сахара. Пропорцию берем без расчета 50 грамм сахара на 1 литр сока. У нас 17 литров сока, значит берем 850 грамм сахара. Вылить обратно при помощи трубки. В качестве гидрозатвора используем перчатку, так как для специальной капроновой крышки горлышко в бутыльке слишком узкое. Зафиксировать скотчем, чтобы оградить от контакта с кислородом. При помощи иголки сделаем небольшую дырочку. Это можно сделать сейчас или когда поднимется перчатка. Но здесь я допустила ошибку. Я сделала большую дырку. Берите иголку потоньше, иначе перчатка так и не поднимется. Емкость заполняем суслом максимум на 75% от общего объема. Прошли сутки. Перчатка радостно приветствует, и по шипению бульбашек можно определить, что процесс брожения продолжается. Бутыль мы укутали, так как температура в комнате немного понизилась. Спустя 3 суток перчатка стала падать. Пришло время добавить следующую порцию сахара. Рекомендуется сахар добавлять через 2-3 дня после начала брожения. Снова сливаем немного сусла, подогреваем, добавляем сахар опять из расчета 50 грамм на литр сока. Одеть перчатку, зафиксировать скотчем. Для сохранения температуры мы снова укутали одеялом. И оставили для брожения. И так повторяем еще 2 раза. Буквально спустя 1 час перчатка снова радуется жизни. Через 3 дня повторили последнее внесение сахара. Снимать это мы уже не стали, но подмечу, что на следующий день после последнего внесения сахара мы добавили 100 грамм изюма и 25 штук раздавленных немытых ягод винограда, чтобы запустить процесс брожения. Возможно, в вашем случае этого не понадобится, так как перчатка уже неохотно стала подниматься. После этого смотрим, когда перчатка упадет, значит пришло время слить с осадка в бутыль.
теперь уже с широким горлышком, и накрыть специальной крышкой для вина с водяным затвором. Бутыль вином наполняем доверху. Все время, пока будет эта крышка, важно следить за тем, чтобы в ней всегда была вода. После чего вино снести в подвал и оставить для продолжения тихого брожения и созревания при температуре от 5 до 16 градусов. Если оставить в помещении, то температура должна быть не выше 22 градусов. Время спустя на дно будет выпадать осадок. Это погибшие дрожжи. Его нужно периодически убирать, сливая вино при помощи трубки в чистую емкость. На первых порах сливать примерно раз в 1,5 недели, а затем реже, пока его совсем не будет. Делают так во избежание образования горечи в вине, неприятного запаха и осветления напитка. По завершению брожения, когда осадок больше не выпадает, обычно вино бродит от 20 до 45 дней, бывает и до 2 месяцев, советуется плотно закрыть крышкой и хранить в холоде для дальнейшего созревания этого прекрасного веселящего сердца напитка. Итого, в конце по пропорциям подведем итог. Мы внесли 4 раза сахара, по 850 грамм по принципу 50 грамм на 1 литр сока. На 17 литров сусла умножим на 4, получилось 3 килограмма 400 грамм. Рекомендуют вносить сахар в первые 14-25 дней брожения. Вы же можете регулировать количество сахара по вкусу и по желанию. Главное, не добавляйте сахар тогда, когда уже завершится процесс брожения, потому что в таком случае сахар превратит вино в компот. Вино получилось по-настоящему домашним, вкусным и в меру сладким. Имеет красиво яркий, насыщенный рубиново-красный цвет. А всем, кого интересует крепость виноградного вина, спустя примерно год составила 9,5% спирта и 6% сахара. Спасибо всем, кто остается с нами, кто посмотрел это видео. Не забудьте, пожалуйста, поставить в конце ролика лайк, потому что мы старались, вам это не сложно, а нам будет очень приятно. А те, кто зашел на наш канал впервые, подпишитесь, потому что впереди ожидают другие интересные видео. От Сережки привет и всем хорошего дня. Пока!